На момент начала работы, племенной работы, в Англии уже были сформированная верховая лошадь, галлийская. Эта порода была очень неплоха, и она регулярно испытывалась. Лорды были очень азартные люди, и им самим, и их челяди нужны были верховые лошади для разъездов, для каких-то своих дел. Плюс одной из обязанностей лордов была защита местных земель от лис. И устраивались еще с тех времен парфорские охоты. И поэтому там в то время уже была вполне хорошая верховая лошадь, большая, мощная, красивая, энергичная. Но изюминки не хватало. Вот этой изюминкой стала работа с восточными лошадьми. Что такое восточные лошади в то время? В Англию, поскольку люди были азартные, помешанные, поведенные на скачках и на спорах, возились некрупные, но очень хорошо скакавшие лошади восточных кровей. Сейчас это их аналог, это арабская лошадь и ахалтыкинская лошадь. То есть, грубо говоря, две чистокровные породы сформировали третью чистокровную породу. От базовых лошадей галлийских кобыл получили высоту, силу, э, способность возить лордов и скакать под ними. А от арабских и ахалтыкинских коней кобылы тоже использовались, но они меньшее значение имели для породы. А вот жеребцы, особенно три жеребца, которые стали родоначальниками этой породы, они имели огромное значение, и все современные лошади чистокровные восходят к этим трем жеребцам в своей родословной. То есть в первой племкниге, как вот были эти лошади вписаны, так вы можете проследить их родословную до самых этих первых лошадей. Ну, это вот мы так чуть-чуть отвлеклись, экскурс в историю. Теперь продолжим разговор о том, что, в частности, на скачках, то, на чем мы закончили, на скачках 99% лошадей получают повреждения легких, они становятся так называемыми, у них появляется эмфизема, разрыв легочной ткани, и второе еще название блютерство, но это когда кровь у лошадей на скачках начинает течь из носа. Но на самом деле причина именно в разрывах легких. Но, как показали научные исследования, далеко не всегда эти разрывы приводят к тому, что уже и из носа начинает литься кровь. Но исследования говорят о том, что разрывы ткани у 99% скаковых лошадей после скачек есть. Поэтому нужно при работе всех перебрала. При работе с английской скаковой нужно иметь в виду, что этой лошади отсутствует боль в достаточной степени, чтобы работало чувство самосохранения. Поэтому головой этой лошади должен стать человек. И для этой лошади, для этой породы как никогда актуально выражение «лучше не доработать, чем переработать». Поэтому с ней нужно быть очень-очень осторожным, чтобы ее не надорвать. Это же относится и к лошадям, так называемым высококровным. Я уверена, что вы, вероятно, слышали такой термин «высококровные лошади». Что это такое? Это лошади, у которых процент крови чистокровной верховой или английской скаковой очень высокий. То есть английскую скаковую использовали при улучшении очень многих пород. В частности, например, практически все современные спортивные породы получены в той или иной степени при использовании английской скаковой. Например, большинство спортивных пород получены от скрещивания местных упряжных пород, таких там галштинская, ганноверская, вестфальская, KWPN и так далее. Все эти породы получены от упряжных лошадей,
которые улучшались чистокровными лошадьми. И благодаря дальнейшей селекции по спортивным качествам, по движениям, по прыжку, по склонности к прыжку и так далее. А вот эти все породы, они тоже, в зависимости от степени кровности, у них тоже притуплено чувство самосохранения, чувство боли, поэтому с ними тоже нужно быть аккуратной. Чем больше, чем выше процент крови по чистокровной верховой, тем аккуратнее, осторожнее нужно быть с этими лошадьми, потому что сами себя они беречь не будут. По работе с арабской лошадью. На самом деле там тоже есть все эти качества, то есть ее тоже нужно беречь дополнительно, она тоже будет отдавать себя до тех пор, пока ее не остановят. Но тут есть еще определенные нюансы. А, Чистокровные арабы, вообще сразу про арабов, сразу тогда говорим. У арабской породы есть 5 типов. Наиболее распространены из них 3. Первый тип это то, что вы привыкли видеть как, и представлять себе как арабскую лошадь. Это вот носик, щучий профиль, курносый носик. Это лошади типа Сиглави. Это исключительно выставочные лошади. Они обладают своеобразной красотой, не всем нравится, но это все красота, изящество и так далее. Рабочих качеств там практически нет. То есть, если вы хотите просто картинку красивую, вот это вот арабская лошадь типа Сиглави. Если же вам нужна арабская лошадь рабочего типа, вам нужна лошадь типа Хадбан. На самом деле, внешне они во многом похожи на чистокровную верховую. Только мельче, только суше. Это хорошая рабочая лошадь для пробегов и так далее. Это выносливая, это сильная лошадь. Вообще вот в селекции арабских лошадей на протяжении веков селекция была доведена до того, что кости арабской лошади при одинаковом сечении в 1,5 раза прочнее костей других лошадей. Например, тяжеловозов. То есть если кость тяжеловозов в 1,5 раза будет больше, да, то при этом сечении, то есть, представьте, в 1,5 раза кость больше, но по прочности она будет такая же, как кость арабской лошади, потому что вот благодаря селекции арабы на самом деле имеют ряд преимуществ. Например, из всех пород лошадей у арабов самые высокие воспроизводящие с функции, то есть способности, потому что они дают больше всего жеребят, у них лучшая зажеребляемость, у них лучше всего выживаемость жеребят и так далее. То есть очень многие параметры и показатели у арабской лошади выше, чем у остальных пород. Поэтому очень часто арабская лошадь использовалась как улучшатель. Так, по работе теперь. Значит, при работе с арабской лошадью есть 2 момента. Во-первых, это очень чувствительная лошадь. В принципе, чистокровным лошадям тоже во многом это досталось, но все равно, поскольку там притуплена боль, чувствительность у них уже не такая высокая, как у арабов. Арабы очень чувствительные кони, то есть там достаточно легкого прикосновения или какого-то другого воздействия для того, чтобы лошадь поняла, что вы от нее хотите. Но есть вторая сторона этого, то есть из-за того, что они очень чувствительные, у них, соответственно, очень легко они возбуждаются. Когда они возбуждаются, это не значит, что они становятся горячие, энергичные, это значит, что им больно, и им страшно, и они начинают истерить. То есть в работе с этой лошадью нужно учитывать, что это очень чувствительная, очень нежная лошадь. Если вы с ней будете аккуратно обращаться и нежно, у вас будет великолепный конь, который будет слушать ваши мысли, читать, выполнять ваши желания еще до того, как вы чего-то захотите. Но с этой лошадью нужно быть очень аккуратным. А с другой стороны, у этой лошади есть еще такое свойство. Вот мне, например, оно не очень нравится, но многим людям это, наоборот, очень позитивно воспринимают, потому что это, если вы хотите себе
лошадь-собачку, которая будет с вами рядом ходить, которая будет заглядывать вам в рот и хотеть исполнить каждое ваше желание, то вот это вот арабская лошадь. Арабская лошадь очень-очень угодливая. Она старается во что бы то ни стало вам угодить. Из серии без мыла куда-нибудь залезть. И вот такие вот интересные кони для того, кому это интересно. То есть, если вы любите собак, то арабы вам, скорее всего, понравятся. Ну, вот мне, например, это не очень нравится. Я хочу, чтобы лошадь была инициативная, чтобы она чего-то хотела сама, чтобы она показывала свои желания. Арабы этого ничего делать не будут. Они будут мечтать исполнить любое ваше желание, но не будут предлагать что-то свое, они не будут они будут читать ваши мысли, но при этом они будут делать то, что вы хотите, а не вкладывать в это свое сердце, свою душу. Они будут стараться именно вам угодить. Вот такое интересное свойство арабских лошадей. И теперь пару слов про халтыкинцев. Честно, у меня халтыкинцев работала, сталкивалась с ними очень немного. То, что я с ними столкнулась, хорошие умные кони, чувствительные тоже, как все чистокровные лошади. Ну, плохого ничего сказать не могу. Сильно хорошего тоже, потому что с ними очень мало работала. Дальше. Значит, про высококровных коней, про спортивных и так далее. В принципе, уже более-менее все понятно, я думаю. Еще есть одна чистокровная порода, которая стоит совершенно особняком, потому что выводилась по совершенно другим принципам. Потому что вот 3 породы чистокровных выводились с одной мыслью — скакать как можно быстрее, то 4-я порода выводилась вообще без мыслей про скачки. 4-я порода лошадей выводилась, скажем так, давайте, для королей. Для того, чтобы они могли покрасоваться, для того, чтобы они могли показать, побыть над толпой на красивой мощной лошади, которая будет танцевать под ними. И все будут говорить: вау, какой красивый король на каком красивом коне. Это пура раса эспаньола, чистая испанская раса. У нас в русскоязычной среде это обычно называют андалузы. Но это вот чистокровная лошадь. Они тоже очень много веков разводились в чистоте. Сейчас используют 2 направления. Это разведение их в чистоте для очень многих вещей. Но есть и направление пользовательская лошадь, когда андалузов скрещивают с чистокровной верховой, чтобы получить более энергичную, более отдатливую, менее умеющую себя беречь лошадь. И для корриды, и для спорта. Более крупные они тоже становятся. Вот это называется пользовательская испанская лошадь. Это получают только вот для того, чтобы лошадь уже что-то делала, не для разведения. Разведение для чистоты — это только разведение в себе. Уже много поколений, поэтому тоже эти лошади вполне могут называться чистокровными, только отбирались они не для скачек. Вот это вот вся разница. Но таким образом на данный момент есть 4 чистокровные породы. Что же такое лошади, которых принято называть чистопородные лошади? Чем они отличаются от чистокровных? Чистопородные лошади — это лошади, 4 поколения которых вписаны в племкнигу данной породы. То есть большинство пород используют вводное так называемое скрещивание, то есть прилитие крови определенных пород лошадей. Например, тоже прилитие чистокровной верховой в спортивные породы, еще какие-то скрещивания воспроизводили. Ну, одним словом, лошадь считается чистопородной по вот этим остальным породам тогда, когда 4 поколения
этой лошади вписаны в племкнигу данной породы. Вот это чистопородная лошадь. Остальные все породы относятся к чистопородным. Тогда, когда вот записаны 4 поколения лошадей, это чистопородная лошадь. Если же лошадь имеет в своей родословной лошадь какой-то другой породы, там очень много уже нюансов. То есть какие-то породы допускаются, каких-то, допустим, жеребцов-улучшателей вводят в породы, они тоже должны быть обязательно тогда вписаны в племкниги. Там уже это очень большой и серьезный пласт работы, который это уже не для маленького обзорного видео. По испанцам какие особенности работы? Как и все чистокровные лошади, это очень чувствительные лошади. То есть это лошадь, которая взаимодействует с человеком на уровне пальчиков, которые нельзя работать вот так, иди сюда. Это очень нежные, очень тонкие лошади, очень гибкие, очень ориентированные на человека. Ну, понятно, что 4 века лошади выводили именно для служения человеку, поэтому они очень старательные, очень ориентированы на человека, они очень хотят заниматься, они очень хотят быть с человеком. Ну, разумеется, если лошадь не больна. Когда у лошади что-то болит, ей уже, конечно, не до человека, не до занятий. Поэтому всегда нужно это учитывать. Что если лошадь не ориентирована на человека, первое, что нужно сделать, это исключить проблемы со здоровьем. В принципе, это относится ко всем лошадям, не только к испанцам. Но испанцы просто сами по себе в течение многих поколений выводились именно для работы с человеком. Второе, для чего выводились испанцы, это школьная работа, это школьные движения, это гибкость, это легкость, это подвижность, это способность к сбору, способность садиться назад. И в прямом, и в переносном смысле. То есть в сборе работать на заду. Если вы посмотрите любую рабочую езду испанскую, вы увидите, что лошади работают в сборе. На самом деле, если человек хочет понять, что такое сбор лошади, там, по видео, еще почему-то, то смотрите именно испанскую работу с лошадьми. Не спорт, не еще что-то, а именно работу, это ту же корриду, работу, ну, например, вакера и так далее. Вот там можно увидеть настоящий сбор, настоящую работу с лошадью в сборе. Если хотите, поговорим еще о том, что такое сбор. И ставьте тогда свои заказы в комментариях. А если нет, значит, не будем это обсуждать. Вот это вот кратенький такой обзор по породам. Еще есть огромное количество местных пород. Они все имеют свои какие-то особенности. Они не хорошие и не плохие. То есть нужно просто, когда человек себе выбирает лошадь, он должен четко понимать, что же он хочет от этой лошади. Если он понимает, значит, он уже подбирает себе соответствующую породу. Это вот кратко по чистокровным, по тому, что такое высококровная, что такое чистопородная лошадь. Еще отдельно хочу сказать несколько слов про рысаков, потому что обычно у нас принято такое рысак, фу-фу-фу-фу. На самом деле при разведении рысаков есть такое уникальное свойство, что когда лошадь испытывается на ипподроме, то, грубо говоря, лошадь испытывается на ее способность, ну, грубо говоря, если в 2 словах, то это ее способность выдерживать рысь, способность двигаться рысью, да. Но дело в том, что рысь – это не природный аллюр, то есть лошадь рождается способная двигаться только исключительно одним аллюром – это галопом. Шагу и рыси лошадь учится. Так вот, способность лошади не сбиться с рыси и не пойти галопом, а оставаться на рыси на предельных скоростях, это говорит прежде всего об одном, о ее психическом здоровье.
То есть это лошадь, которая в максимально сложных условиях остается спокойной. Она не психует, она не нервничает, она остается двигаться рысью. Поэтому, если вы хотите иметь адекватную лошадь, то более адекватные лошади, чем рысак, представить себе, наверное, просто нельзя. Потому что вся селекция рысистых лошадей направлена на то, чтобы выявлять лошадей, которые в состоянии быть абсолютно спокойными, предельно собранными и оставаться двигаться рысью. После прохождения ипподромных испытаний некоторые лошади уже настолько стоят на рыси, что их сложно сбить в галоп. То есть такую лошадь нужно целенаправленно и сложно переучивать. Но если эта лошадь еще ипподромные испытания не проходила, то там вообще нет проблем с обучением этих лошадей. Пару слов о том, какие рысаки бывают. Рысаки сейчас испытываются, как правило, рысаки 3-4 пород. Почему 4? Потому что Финляндия тоже обладает своей рысистой породой. Ну, эти лошади, мы о них особо говорить не будем. Порода очень интересная, но не для всех, потому что в Финляндии лошади дорогие, и привозить к себе просто для того, чтобы иметь себе финского рысачка, большого смысла нет. Первая порода, которая была сформирована рысистая, это орловский рысак. Она была создана на основе голландского рысака и с использованием воспроизводительного скрещивания с различными породами, но там использовались и арабские, и другие лошади. Но, грубо говоря, вот в 2 словах, вот представьте себе помесь фриза и андалуза. Вот это вот, грубо говоря, орловец. И по генотипу, и по психике, и по остальным, по всем параметрам. Вот такое интересное сочетание. Оно стоит отдельно от всех остальных рысаков, потому что остальные лошади рысистые выводились с использованием чистокровной верховой. А эта порода была создана совершенно отдельно, именно вот таким вот интересным сочетанием. Мы получили американского рысака с помощью использования местных лошадей упряжных, плюс английская чистокровная и плюс испытания по резвости на рыси. Французского рысака тоже получили с местными лошадьми, использовали тоже улучшение чистокровной верховой и получили французского рысака. Какой из них лучше? Ну, это уже сложный вопрос, потому что это опять-таки зависит от целей, задачи и так далее. В любом случае, рысистая лошадь – это лошадь адекватная, так что рекомендую. В принципе, вот если говорить о моих любимых породах, это испанцы, а на 2-м месте орловский рысак, на 3-м месте фриз. Все остальные лошади уже имеют определенные особенности и требуют больше подхода. Ну, плохих лошадей не бывает, особенно если они используются по назначению. То есть нужно четко себе отдавать представление, отчет, что же вы хотите, когда вы думаете о приобретении себе лошади. Но когда у вас лошадь уже есть, работаем с тем, что есть. Любая лошадь – это уникальное существо, которое нам подарено свыше, с возможностью иметь друга, с возможностью иметь существо, которое нас понимает лучше, чем кто бы то ни было. И это прекрасно. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, пишите. Буду рассказывать по мере сил и возможностей.